Здравствуйте, Тельцы! Сегодняшний второй прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на период с 1 по 15 декабря, то есть это первая половина месяца. Давайте посмотрим, что вам готовит, собственно, этот отрезок времени, да, что вам уготовано судьбой в этот период времени. Я напомню, что этот расклад общий, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Можете в комментариях написать, насколько это так, насколько мы близки к тому, что происходит в вашей жизни. Собственно, да, оставить лайк под этим видео, если вам видео нравится. Может быть, даже поделиться этим видео, если вам расклад подошел и вам кажется, что кому-то из ваших близких он может подойти, к примеру. Это тоже мне будет очень и очень кстати, то есть поможет мне, поэтому не стесняйтесь, делайте такие действия, совершайте, буду очень и очень признательна вам. Итак, давайте посмотрим. Я смотрю, что все карты у вас поместились, собственно, на этом нашем раскладе. Расклад очень интересный. У вас может что-то происходить в ваших отношениях, в вашем браке, потому что очень много карт семьи. Десятка пентаклей и карта Иерофант. Возможно, задействованы каким-то образом деньги, то есть могут возникать какие-то проблемы с деньгами, какие-то разногласия, связанные с деньгами. Может быть, у вас есть какая-то финансовая зависимость с человеком очень сильная, поэтому я говорю опять-таки о браке. Но вы можете занять здесь оборонительную позицию, то есть как будто бы обороняетесь, защищаетесь, но как будто бы здесь трудности определенные, да, происходят, и вы стараетесь с этими трудностями бороться, то есть стараетесь стоять на своем, отстаивать свои какие-то границы, свои интересы, но вам становится все труднее это делать, и вам нужно принимать какие-то решения здесь, которые будут сохранять вашу стабильность и ваше постоянство в жизни вместе с этой королевой пентаклей, которая здесь тоже выпала. То есть вы очень аналитичны и очень практичны. Вы готовы исключить из своей жизни людей или ситуации, которые вам не служат, которые вам не подходят. Возможно, если у вас что-то не получается или кто-то для вас является какой-то обузой, вы можете даже подумать о том, что, возможно, стоит что-то с этой ситуацией сделать, да, то есть навести порядок в своей жизни, убрать что-то, что не радует вас, да, или что приносит много разочарования, может быть, или кто является каким-то агрессором в ваших отношениях, допустим. Но вы в любом случае стоите на своем. Главное, чтобы вы не были таким агрессором здесь в виде этого дьявола, который здесь выпадает. Но вы защищаете себя, свои позиции, защищаете совершенно разными способами и разными возможностями, да, для этого. При этом очень активно готовы действовать, потому что здесь есть и туз жезлов, и семерка жезлов, когда вы готовы проявлять много огня, много страсти в том, что для вас важно, что вы хотите добиться. Если что-то не работает так, как вы хотите, вы стараетесь сделать так, чтобы все работало так, как вам нужно, как вы того хотите, и чтобы вы, возможно, управляли ситуацией, если кто-то перехватил эти вожжи, скажем, управления в свои руки. Здесь также может быть и момент, где, так, у меня лампочка погасла, но я думаю, вам хорошо будет видно, несмотря на освещение чуть-чуть другое, да? Возможно, какие-то, я уже говорила, здесь финансовые вопросы задействованы, когда вы можете держаться за финансы, за какие-то материальные вещи в браке или вот в этой связывающей вас с кем-то ситуации, то есть какая-то зависимость, созависимость, стараетесь, может быть, сохранить какие-то материальные вещи, и создается такое впечатление, что вы прям цепляетесь за что-то материальное, для вас материальное очень важно, но в целом, в принципе, для Тельца материальная составляющая важна. Ну вот здесь вы смотрите, каким образом можно сохранить для себя эту стабильность, собственно, каким образом, несмотря на трудности, которые могут быть, причем пятерка пентаклей, боязнь потерять деньги, вы стараетесь здесь сохранить эти деньги, сохранить материальное, и стараетесь защитить себя от этих потерь, защитить себя от каких-то финансовых, может быть, провалов или какой-то несостоятельности или какой-то неуверенности финансовой своей в будущем. Да, если это касается отношений в браке или каких-то сомнений в отношении человека, с которым вы находитесь, допустим, в браке. Здесь это восьмерка мечей, девятка мечей, которая здесь есть, показывает, что вы переживаете ситуацию, переживаете очень сильно, переживаете из-за этого выбора, который здесь должен происходить у вас, или из-за этих отношений, потому что карта влюбленная здесь есть. То есть такая очень непростая энергия в начале декабря.
И очень много здесь вот этого чувства, что вас ранили, вас в чем-то разочаровали. И это может касаться особенно личной жизни. Поэтому карта влюбленные снова таки здесь выпадает. И вы стараетесь прояснить нечто, разобраться в каком-то вопросе. Может быть, много думаете об этом перед сном, много думаете на каких-то вопросах, плохо спите из-за этого, поэтому и 9 мечей, собственно, и накручиваете себя, как будто ожидаете каких-то еще сложностей или неприятностей и нагнетаете этим обстановку. При этом тут же внутренне стараетесь с этим бороться, да, чтобы не прийти к полному разрушению, к вот этому вот разрушению себя изнутри. То есть не привести, может быть, к такому конфликту, который будет уже прям совсем вот да, сокрушительным, но достаточно сложный может быть период для отношений для многих из вас. Тельцы, обратите внимание, может быть, вы какую-то ситуацию не обсуждаете, молчите о чем-то, и тут будет возможность высказаться, но высказаться вы сможете, и это может привести к каким-то конфликтам, поэтому нужно быть очень осторожными с тем, что вы говорите, чтобы не разрушить важное что-то в вашей жизни, потому что здесь могут быть такие перемены, это могут быть плохие перемены, то есть такая очень нехорошая энергия с этой картой дьявола, очень такая жесткая энергия, когда перемены могут быть сложными, трудными, и они могут быть манипулятивными с какой-то стороны в отношении вас, или вы пытаетесь кем-то манипулировать, но при этом можете разрушить какой-то прочный фундамент, который у вас уже был, допустим, если это брак, да, какая-то ситуация негативная может, имея под собой прочные основы, может разрушить, собственно, да, эти основы. И вот что-то может такое негативное здесь, собственно, произойти, то есть перемены, которые нелегко вам будут даваться, собственно, да, в этот период, в этих отношениях, особенно если есть токсичная модель поведения, то есть что-то как будто проявляет себя, заявляет о себе. Кстати, очень много здесь дьявол, это карта Козерога, карта может, здесь очень много земных знаков в целом, может быть, да, общение с Козерогом или с таким, как вы, знаком земным, то есть Тельцы или Девы. То есть ощущение, что вы разрываете какую-то цепь, которая вас сильно сковывала с другим человеком. Какая-то созависимость была, зависимость. Но хочется верить, что это перемены к лучшему, но сложно здесь это сказать. То есть как выход из токсичной энергии, разрыв цепей, которые вас сковывают, каких-то разрушительных таких моментов, которые в вашей жизни происходят. И вы здесь, собственно, пытаетесь с этой ситуацией справиться, да? Вернуть себе себя, избавиться от какой-то токсичной темной энергии, освободиться, да, это также может быть какое-то искушение, которое приходит, там вот есть отношения, да, и приходит кто-то третий, то есть какие-то искушения, которые появляются, и они могут быть таким нехорошим выбором, который здесь можно сделать, и он будет в ущерб, то есть в ущерб этим отношениям стабильным, если какой-то будет третий лишний. То есть в любом случае не самый хороший расклад, не самый хороший такой вот сценарий, который может быть, но как будто да, здесь много негатива и очень много такой слабости, очень много негатива, очень много упадка сил, даже может быть по 5 пентаклей, потому что что-то вот здесь такое может не самое позитивное происходить в жизни. Поэтому будьте готовы, пожалуйста, в первой половине декабря можете почувствовать себя немножечко подавленными из-за всех этих изменений. Поэтому, ну, как бы, да, в целом нужно быть осторожнее в этот период. Напишите в комментариях, что именно у вас происходит. Буду очень-очень признательна, очень рада за обратную связь вашу, да, буду благодарна. Также поделитесь этим видео с близкими, если вы считаете, что вам это видео, может быть, не совсем подходит, но подходит кому-то другому больше. Это тоже позволит распространить больше мои расклады, мои видео. Возможно, меня увидит большее количество людей, поэтому тоже не стесняйтесь, это делайте. В любом случае, расклад хоть и не самый позитивный, но я надеюсь, что вы со всеми проблемами, ситуациями этими справитесь. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего, берегите себя и до скорого.